Приветствую всех, миледи и месье. Это видео будет разделено на целых две части. Первая часть. Я буду убирать и наряжать свой дом, готовить к Новому году. Вторая часть. Это разговорная часть, где я буду подводить свои итоги этого года, чему я научился и как в целом прошел год. Что за звук? Нет. Продолжение следует. Сегодня мы будем украшать мою комнату. Во-первых, мне надо убрать весь мусор, все лишнее, поскольку я вчера дошивал камзол до 7 утра. Вот, он такой. Фотографии я выложил в свой телеграм-канал. Вот это вот все убрать. Это лишнее прям. Тут ткани лежат, выкройки, упаковки всякие. Также наша цель убрать вот это все лишнее. А книги я, скорее всего, отнесу в библиотеку. Those trees, raise up cups of Christmas cheer. I just need to catch my breath. Christmas by myself this year. Count the picture, frozen landscape, chill this room for 24 days. Evergreen, sparkling snow, get this winter over with. Flashback to springtime, saw him again. Would have been good to go for lunch. Couldn't agree, we're both free. We tried, we said we'd keep in touch. Didn't, of course, till summertime. Out to the beach to his boat, could I join him? No, this time it was me. Sunburn in the 3rd degree. Now the calendar's just one page. Of course I am excited. Tonight's the night I've set my mind not to do too much about it. Итак, миледи и месье, этот момент настал. Я стою прямо перед елкой, и сейчас я буду ее наряжать. Но она очень долго ждала своего часа. И вот, этот момент настал. Gonna relax, turn down all of my invites. Last
this one this year. Merry Christmas. Merry Christmas one this year. Merry Christmas. Merry Christmas one this year. По поводу заказов на пошив одежды. Вы можете мне написать в группу ВКонтакте, либо в группу в Телеграме. Но лучше в Телеграм, потому что сейчас я сижу там намного больше. Заказы я буду принимать уже после новогодних праздников. И также не забывайте про мой магазин на Озон. Там я выкладываю то, что я нашил. Приступим к разговорной части. Начну с навыков. В этом году я сшил самую сложную вещь, когда-либо шил вообще. Это камзол 1760 года. Единственное отличие – это воротник. Такой вампирский воротник получился. Про видео. Это второе занятие после шитья, которым я занялся всерьез. И, возможно, я уже ушел в косплей со всеми этими причудливыми и такими старинными вампирскими нарядами. Но где эти все трад-радикалы со своими YouTube-каналами, которые говорят, что нужно выглядеть именно как трад и никак больше? А их нет. И в принципе, где все эти YouTube-каналы, которые снимают о год-субкультуре? Что-то вообще все перестали снимать внезапно. Разве что Келпи снимает новые видео, а остальные что-то вообще обленились. Давайте исправляйтесь, а то мне нечего смотреть. И то у меня больше канал по вампирской субкультуре и об одежде. Качество моих видео, как мне кажется, выросло. Намного лучше, чем в прошлом году было. Дело в том, что я поменял программу для монтажа. Это первое. Прошлая программа Viva Cut Pro, которой я пользовался, она, конечно, интересная, но большие видео не сделаешь. Например, ролик по маскараду, который я делал 2 раза. Первый раз я делал половину этого ролика, потом у меня программа вылетела, и проект не запускался, то есть я его полностью потерял. Мне пришлось делать эту часть заново, монтировать, заново расстраиваться из-за маскарада, потом еще и дополнять всякое это видео. В общем, когда у тебя телефон, это немножко проблематично. Но, к счастью, я нашел вторую программу, которой сейчас активно пользуюсь. KineMaster Pro. Эта программа может вплоть до 4К 60 FPS рендерить видео вам без проблем. И можно выбирать настройки более-менее какие-то приближенные к компьютеру. Мне кажется, аналог этой программе на компьютере Adobe Premiere Pro. А так меня более-менее устраивает. Я научился снимать, как мне кажется, более-менее влоги. Они, по крайней мере, мне интересно их смотреть. Ролик со сквером, я думаю, он хорошо у меня получился. Также ролик «Ночной влог», где я иду от не совсем богатых районов к более богатым и очень ухоженным. Достиг 2000 подписчиков на канале. Вообще спасибо большое, что смотрите мое творчество. Обязательно, если кто не подписан, обязательно подпишитесь на мой канал. Моя цель 5000 подписчиков, и без вас я никак не справлюсь. Вообще, я раньше и подумать не мог, что у меня когда-то будет 2000 подписчиков на канале. Я особо серьезно, когда создавал YouTube канал, особо прям серьезно им не занимался. Но сейчас мне очень интересно этим заниматься, это очень весело и развивает. Роликов, конечно, в этом году было не так много, вообще немного. Это все было из-за трудных проектов и очень долгих, из-за того, что я вот учился, например, и мне приходилось долго и мучительно это все переделывать. Но зато это опыт и это весело. В следующем году я постараюсь снять побольше роликов вам. А еще у меня новое крутое интро. Вообще я собрал небольшую такую историю перевоплощения эволюции моего интро из лютого колхоза какого-то к совершенству, чем я сейчас считаю мое интро, прямо превосходное. И я бы не обошелся без помощи своего любимого братишки, так что спасибо большое, братишка. Спасибо, что ты всегда мне помогаешь. Думаю, что я в 2025 году приобрету приличный ноутбук и смогу делать
и трансляции, и крутые видео. В общем, все будет отлично и превосходно. Еще лучше, чем в этом году. Если говорить о разочарованиях этого года, наверное, это замедление Ютуба, но это как бы и плюс, и минус. Сейчас вы узнаете мое мнение. Плюс это то, что всяких бездарей, всяких крупных блогеров для нормисов, для всяких, ну, я не знаю, которые снимают поп-контент, их скупил ВКонтакте. И весь трафик освободился, и поэтому ролики даже набирают больше просмотров из-за этого. А разочарование это потому, что приходится возиться, танцевать с бубном, устанавливать всякие сторонние приложения, расширения. Короче, лишняя возня. Все же это того стоит, потому что YouTube вы ничем никак не замените. ВК это... Даже эти популярные блогеры, которых купил ВК, они понимают, что ВК лютая помойка, и когда контракт заканчивается, они переходят на YouTube обратно. По сути, если вы хотели заводить YouTube-канал, то спешите, поезд-то уходит уже. Все эти поп-блогеры, которых купил ВК, у них контракты-то заканчиваются, и они возвращаются на YouTube. Еще одно разочарование, я думаю, но мне больше смешно с этого. Да, Маскарад Bloodlines 2. Игры до сих пор нет, и вместо того, чтобы ее перенесли на 25-й год, если кто не знает, и чтобы YouTube-канал не пустовал, совсем пусто и грустно не было, они решили выпускать музыку. Ну, не знаю, я как сделал ролик в начале этого года про Bloodlines 2, все, я по сути перестал следить за игрой, я понял, что все плохо у них, и все, забил, в общем, не слежу, чтобы не разочаровываться и не грустить. Беседы по год-субкультуре. Я ушел из большей части бесед по субкультуре, потому что там очень много гейткиперства, элитизма, и есть даже неадекватности, неадекватная агрессия. Почему так, я, если честно, не знаю. Вообще гейткиперство — это рак, это зло субкультур. Не делайте так. Я наконец-то снял страйк, который у меня был в самом-самом начале из-за того, что я на трансляции на 50, по-моему, подписчиков, ну, короче, очень-очень давно, попытался посмотреть какой-то мультик от Диснея. Короче, когда-то они ввели новую штуку, а может быть даже в 23-м году, что тебе страйк могут снять, ты можешь пройти тест и снять страйк. После того, как я снял страйк, это очень круто, спасибо большое, YouTube, вы починили мой древний баг, из-за которого я не мог пройти тест, тем самым снять страйк. Но у меня появился новый баг. Я не могу вставлять автоматические субтитры в ролик. То есть ручные субтитры, но вы представьте, какой ад делать ручные субтитры с телефона. Это же жуть просто. А вот автоматические субтитры почему-то у меня не работают, и я не знаю почему. Скорее всего, надо написать, будет выкроить время и написать YouTube об этой проблеме. Надеюсь, они починят. В принципе, несмотря на все невзгоды и трудности, я считаю, что этот год у меня прошел хорошо. Я изучил много чего нового. В следующем году у меня в планах вновь начать изучать английский язык, читать книги, продолжить. Я их целую кучу вот накупил, надо все их прочитать. Постигать тайны шитья, изучать моду рококо и барокко. И переделывать это все на вампирский лад. У нас сейчас ветер, когда ветер закончится, я скорее всего пойду снимать влог для вас. Но это уже скорее всего будет на следующий год. А как прошел ваш год? Пожалуйста, напишите мне в комментарии, хорошо ли у вас он прошел. Я надеюсь, очень надеюсь, что ваш год прошел даже лучше, чем у меня. Еще забыл упомянуть нашу группу в Телеграме. Тут готы. Обязательно подписывайтесь. Мы лояльно относимся даже к очень юным котятам. Также благодарю всех своих зрителей. Это был замечательный год. Также благодарю и спасибо большое всех тех, кто помогал и продвигал мое творчество в этом году. Обязательно подписывайтесь на их телеграм-каналы Некрокультура, Костилин, Лера, Граф, Ларек и Готический форум. Также спасибо Pale Birds за музыку. Вы можете подписаться на их группу ВКонтакте.
Телеграм-канала пока у них нет. Ну а если будет, я оставлю в описании. Увидимся в новых роликах. Пока!